История Марка и Ольги Дубровских из Херсонщины. В письме Марка своему брату, написанному в 1907 году из США, он подробно описывает их мотивацию покинуть Украину и трудности, с которыми они столкнулись на новом месте. «Мы больше не могли терпеть несправедливость и бедность. Власти постоянно увеличивали налоги, забирали последние крохи урожая, а за каждый промах в хозяйстве нас штрафовали. В наших селах начался голод, поля не давали урожая, дети болели и умирали от холода и голода. Жить в таких условиях стало невыносимо. Мы с Ольгой видели, что наши дети растут в нищете, и сердце разрывалось от боли. У нас не было ни денег, ни сил, чтобы продолжать существовать в этих ужасных условиях. Когда мы услышали, что в Америке можно найти работу и жить свободно, мы решили рискнуть, но путь туда был не менее страшен, чем жизнь на родине. Мы продали все, что у нас было, чтобы купить билеты на корабль. Путешествие было долгим и мучительным, погода была суровой, и море бушевало. Люди страдали от морской болезни и усталости, часто нас отхватывал страх. А что, если мы не доберемся до конца? Но у нас не было другого выбора. Мы понимали, что оставаться в Украине означало обречь себя и детей на голодную смерть. Когда мы наконец ступили на американскую землю, первые чувства были смешанными. Мы были истощены долгим путешествием, но внутри нас жила надежда на лучшее будущее. Нас окружала совершенно новая, неизвестная страна, которая пугала своим масштабом и чуждым языком. Однако, по крайней мере, мы были свободны от тех ужасов, которые оставили позади. Мы чувствовали, что впереди может быть свет, хотя дорога к нему казалась долгой и трудной. В Америке нас встретили не так, как мы ожидали. Местные смотрели на нас с подозрением, не доверяли и не понимали, почему мы приехали сюда. Многие американцы видели в нас только дешевую рабочую силу, и первое время нам было сложно найти приличную работу. Мы чувствовали себя чужаками в этом новом мире. В первые месяцы приходилось браться за любую работу, часто за гроши, лишь бы не умереть с голода. Жизнь здесь была не такой, какой мы ее представляли. Работать приходилось с утра до вечера, но даже это давало нам хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Постепенно мы стали осваиваться, начали учить язык, заводить знакомства с такими же переселенцами, как мы. Это было тяжелое время, но мы верили, что однажды наши дети смогут жить лучше нас. Мы строили новую жизнь буквально с нуля, но внутри оставалась тоска по дому. Прошли годы, и хотя жизнь стала немного легче, мысли о возвращении не покидали нас. Мы часто вспоминали наши родные места, села, которые оставили, но каждый раз понимали, что возвращение в Украину уже невозможно. Вести с родины были неутешительными, там было все хуже, и мы понимали, что возвращение означало бы начало всех тех страданий снова. Мы говорили детям, что, возможно, когда-нибудь они смогут увидеть землю своих предков, но сами мы уже смирились с тем, что наши жизни теперь связаны с этой новой страной.